Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Обязательно 10 марта откройте кошелек, посчитайте свои деньги и скажите магические слова. Откройте путь к деньгам. Также сегодня обязательно постарайтесь поделиться деньгами с семьей, чтобы их пришло еще больше. Также поговорим о том, почему в этот день, 10 марта, нельзя покупать что-то дорогое и ложиться спать до захода солнца. 10 марта в православной церкви почитается память священнослужителя и патриарха Тарасия, который также известен как архиепископ Константинопольский. Сам Тарасий происходил из знатного рода, а при дворе царя он достиг звания сенатора. Был за свои дела возведен на престол церкви. Архиепископ стал известен своими добрыми намерениями и делами. Он очень часто выступал и становился на защиту слабых, униженных и обездоленных. Сооружал, содержал и помогал приютам в те годы. В общем, был отцом для нищих и сирот. Также святой помогал бороться и преодолеть лихорадку. Наши предки говорили, что в этот день нужно обязательно помолиться святому Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон и войдет в его тело. В народе этот день был известен как Тарас Бессонный. Само же название праздника «Бессонный» пошло от того, что в этот день ни в коем случае нельзя было ложиться спать днем. Люди считали, что именно во время сна днем человек наиболее уязвимый. А детям 10 марта в старые времена и вовсе не давали дремать до захода солнца. Предки называли этот день по-разному. День Тараса Кумашника, День Тарасия, Тарасий Кумашник, Тарасий Кумоха, Кумаха, Тарасий Бессонный. Издавна считалось, что с этого дня на людей нападает кумаха или же вешняя дрема. Сон всех слабых валил с ног. Все время хотелось людям спать. Но именно Тарасий Бессонный запрещал спать днем, иначе нападала кумоха. Было и другое понятие слова «кумаха». Считалось, что с 10 марта было опасно спать вечером. Говорили наши предки так: кто спит вечером, тот наспит кумаху. Или весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой заводит в потолоке. Кумака так называли в то время лихорадку. Огромная беда настигала тех, у кого срывалась с крючков дверь в этот бессонный день. Вещали, что может настичь беда или смерть, пожар, мор или голод. Существует даже легенда, что кумаха живет в дремучем и темном лесу, в старой избе со своими сестрами. Их, по легенде, насчитывалось 12. Они были похожи одна на другую, но над всеми была старшая. Она-то и направляет сестер на людей. Людей знобить, грешное тело мучить, белые кости крутить. Так говорили про поступки злых сестер. Если вдруг человека залихорадило, он должен был немедленно, не вставая со своей постели, осыпать ею все вокруг ячневой крупой, поклониться на все 4 стороны и обязательно сказать следующие слова. «Прости, сторона, мать сыра землю, вот тебе крупиц на кашу, вот тебе кумоха». После этого больной человек обязательно должен был в ближайшее время выздороветь. Вообще в этот день люди верили, что можно исцелять в день Тарасия. Кумошника ложили в изголовье больному телячий послед или же больного просто ложили на медвежью шкуру. Окуривали комнату смолой или давали ему просто выпить святой воды. Также разрешали понимающие люди смотреть с улицы в окна домов. По их словам, лихорадка могла поймать именно в этот момент. В давние времена были истории и об оберегах. Если в этот день найти старую шкурку змеи и всегда носить ее с собой, никакая болезнь к вам не пристанет. А вера – это самое сильное, что было, есть и будет на нашей прекрасной планете Земле. Если грачи прилетели и начинали вить свои гнезда, то погода вскоре будет более устойчивой и теплой. А если люди замечали, как каркают вороны на деревьях, то лето обещало быть пасмурным и дождливым.
Люди ждали мороза в ближайшее время, если у месяца были крутые рога крутые. А если выпадает снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной. А вот перед потеплением говорят, что даже в мороз стекла плачут. Весной все только и думали за богатый урожай. Говорили, что пшеница уродится, если в день Тарасия Кумашника будет пасмурно и с земли сойдет снег. Считали, что 10 марта благоприятный день для высадки рассады капусты, помидор и огурцов в открытый грунт, так как они лучше взойдут. С наступлением марта у обычных людей начиналась пора ожидания стабильного тепла и скорейшего отступления от ночных заморозков. Хотелось уже побыстрее вынести всю подготовленную рассаду и поскорее все сделать. Ведь кажется, что если высадить ее пораньше, то и урожай появится намного быстрее. Но это не так. Рассаду помидор высаживали исключительно в открытый грунт только тогда, когда на улице установится по-настоящему весенняя, теплая и благоприятного для этого дела погода. Но не только заморозки, но и температура воздуха пугали и влияли на работы по подготовке и рассаде огорода. Люди в то время решили вопрос, когда сажать рассаду и капусту в открытый грунт, и руководствовались исключительно лунным календарем. Выбирали место работники на огороде для последующей посадки рассады, исходя из убранного рабочего места с осени. Причем сажали помидоры каждый год на разные поляны. Места должны быть хорошо освещенные, солнечные и яркие. Ну и, конечно же, не обходилось без волшебных магических слов и молитв на удачный посев и не менее хороший урожай. Для благополучия своего урожая были старинные заговоры, пришедшие к нам из давних времен, но не утратившие, к счастью, силы. В этих словах наши предки обращались к богу природы. Как издавна считалось, она обладала богатой, плодородной и густо рождающей силой и способна была напитать ею каждый куст и каждый росток. В этот день празднуют День ангела Тарас, Евгений, Александр, Николай, Федор и Антон. Каждый из нас носит имя святого, данное при крещении. Одни называются именами ангелов, другие именами угодников Божьих, ветхозаветных и новозаветных. Также, друзья, в этот день ни в коем случае запрещено было планировать сегодня серьезные дела и приобретать дорогостоящие вещи, иначе могла случиться какая-то беда. И как мы уже сказали, 10 марта это все-таки особый день, когда вы можете провести практику на привлечение денег в свою жизнь. Поэтому 10 марта в любое время, когда у вас будет хорошее настроение и у вас будет желание провести практику, возьмите свой кошелек. Далее откройте кошелек и пересчитайте сначала все купюры, а потом все монеты. И после этого скажите следующие слова. Деньги в кошельке растут, приумножаются, деньги текут в жизнь мою, увеличиваются. Истина, да будет так. После этого сложите аккуратненько все купюры в кошелек и монеты также верните на место. Закройте свой кошелек и еще раз повторите эти магические слова. И после этого вы можете даже закрыть глаза и помечтать о том, как к вам текут деньги со всех сторон, с разных источников дохода. Только главное, не ограничивайте себя. Вот такую практику, друзья, вы сегодня можете провести 10 марта. Ну а далее у нас с вами лунный календарь на 10 марта 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 8 и 9 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Итак, друзья, сегодня начало второй фазы луны. И это день перемен. С одной стороны, это день ответственный, но и в то же время напряженный. Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Сегодня активный день, в который могут произойти какие-либо непредвиденные события. Переход – это всегда трансформация и соответствующее ей изменение, которое сегодня будет происходить во всех сферах. И в работе, и в любви, и в дружбе. И на всех уровнях – на физическом, духовном и энергетическом.
Эта изменчивость, двойственность и метаморфозы во всем делают эти сутки совершенно неустойчивым днем, когда меняются все взгляды и основания, которыми человек жил раньше. Многие словно рождаются заново и по-другому начинают думать, смотреть на мир. Не нужно встречать изменения этого дня болезненно и тем более давать им отпор. Принимайте все происходящее как есть, не вмешиваясь в этот процесс трансформации. Только так он обратится для вас созидательной и благотворной стороной. Позднее вы увидите, что ваши изменившиеся взгляды и новые отношения более качественные и правильные, нежели были раньше. Отказ от прежних привычек, во многом пагубных, тоже будут вам на пользу. Вы очиститесь через это перерождение. Конечно же, в эмоциональном плане будет очень сложно сохранить самообладание, так как будет казаться, что вокруг все рушится, а почва уходит из-под ног. Изменчивость этого дня скажется на сумасшедших перепадах настроения, когда неудержимый хохот превращается в истерические рыдания. Так что далеко не все проходят достойно сквозь испытания этого дня. Только самые сильные духом смогут взять себя в руки и сохранить мудрость, спокойствие и, возможно, даже рассудительность. Сегодняшний день, 10 марта, будет удачен для поездок, командировок, путешествий, переезда, судебных разбирательств. Самое время начинать строительство дома, заниматься планированием жилища, перепланировкой заниматься и перестановками. Может потребоваться и изменение собственной позиции и линии поведения. Но сейчас самое подходящее время, чтобы по-иному взглянуть на вещи, обдумать жизнь и вспомнить прошлое. Пусть все неудачи, беды, нежелательные поступки и черные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Сейчас очень уместно готовиться к новому этапу в своей жизни. Это в том случае, если вы, конечно, готовитесь к этому. Стрижка в этот день дает возможность избавиться от всего старого и лишнего. Почистите себе карму, освободите квартиру от всего ненужного. Волосы в этом вопросе тоже не исключение. Состригите секущиеся кончики и освободите место для всего нового. Сегодняшний день будет рад встретить вас с новой укладкой или прической. И этим новым сегодня окажется удача в деньгах и долголетие. Состригая волосы сегодня, вы улучшите структуру и состояние своих волос. Новая, возможно, более короткая, чем обычно стрижка, окажется вам к лицу. Избавляясь от старого, вы освобождаете место новому. Но не все манипуляции с волосами сегодня будут удачны. Обычная или химическая завивка не дадут серьезного результата, поэтому отложите эти планы на другой день. Вечером сделайте массаж головы и косметические маски, чтобы волосы получили как можно больше от сегодняшнего дня. Что же касательно окраски волос, то окраску волос сегодня нежелательно, так как может навредить вашей респектабельности. Что же касательно прически, то волосы лучше всего уложите сегодня локонами. Также обращаем ваше внимание, что сегодня возможны неожиданные повороты событий, конфликты и чрезвычайные ситуации. Поэтому постарайтесь в этот день, 10 марта, ограничить контакты с водой и только самыми необходимыми с гигиенической и хозяйственной точек зрения и действиями. Также сегодня, пожалуйста, не стремитесь употреблять алкоголь, ни к чему хорошему это просто не приведет. Вот, друзья, у нас с вами такой вот день, 10 марта 2022 года. Обращаем у нас с вами растущая луна, а это очень хорошее время для того, чтобы привлекать все то, что привлекать те материальные блага, которые нам с вами нужны. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами уже в следующем видео.